Всем привет, ребят! Мы продолжаем проходить Dark Souls 3. Остановились на боссе Мидир. Пробовал его проходить вне эфира. Ничего, в принципе, не получается. Ну, хотя бы мы его потреним, потренируемся, посмотрим, как его убивать. Глядишь, может быть, что-нибудь из этого и получится. Так, мы, наверное, штанцы еще какие-нибудь поменяем, да? Что поставить-то такого? Но у меня перегруз тоже, надо за этим следить. Что поставить-то? Да, вот так попробуем. Ну, вроде особо не просел. Перегрузим. Вот, короче говоря, дикий, его нужно учить по этим, по паттернам. В этом заключается волшебство. Если совсем получаться не будет, попробуем тогда призывать фантома, я не знаю. Больше особо таких идей-то нету. Главное не жадничать, а лупить по одному удару. Это иногда тяжело дается. Первая атака его ясна. Но он бывает и здесь даже попадает. Раз, два, все, валим. Два раза куть. Не успел уйти. Понятно, он опять меня поймал. Да, тут по лестнице. Надо же. Блять, хвост еще. Ну, он дамажит вообще всеми частями. Вообще не достаю никуда его. Главное тоже его из вида не терять особо. Не знаю, тяжеловато от этой атаки тоже уйти, когда он бросается вперед. Здесь понятно, бьет дважды, ну и все, и я покойник. Стандартный расклад. Буквально чуть-чуть ему получается сносить и все. В принципе, не важно, какую ты броню одет. Все равно он практически всегда у тебя сносит одним ударом половину здоровья. Сам по себе босс жирный. Поэтому с ним битва будет затягиваться. Ну, на нем я живу минут 2 от сил. Что у меня пока ничего затягиваться не будет. Надо хотя бы научиться стабильненько у него половинку сносить, чтобы призывать фантома. Может быть, мы вдвоем хотя бы с фантомом добьем. Это в общей сложности примерно такой 3-й час, 4-й я его тренил. Пока успехов что-то никаких. Но не достаю. Все, довалил. Бам, бам.
Все, уходим. Чем-то 2 раза его ударил. Так делать не надо. Попался. Почему перекат, интересно, не срабатывает? Ну, тут удивительно, что он меня не задамажил. Надо бы валить. Тут, по-моему, ударов нет, меньше. Мне 2-й раз повезло. Но он сваливает. Не, я не успею. Я как раз пока к нему прибегу, я просто на высоченного вот так. Да, блядь. Постоянно эти огонь задевает, я не знаю, то ли я не вовремя, ну да, естественно, я не вовремя перекатываюсь. Сложно. Ну, примерно такой же, как безымянный король. Такой же жестящий, жирный. У короля единственное, что у него первая фаза быстро сносилась, а тут всегда первая фаза, которая очень долго сносится. Потому что иногда ты не достаешь до него. Через огонь. Так, видишь, этот момент надо тоже как-то вычленить для себя. Какая-то, я не знаю, какая-то паника постоянно, вот много лишних движений. Я вижу это. Я вижу то, что я рано что-то делаю. Много ударов. Пытаюсь ему там задамажить несколько этих ударов. Хотя нажимаю иногда 1 раз, он бьет иногда 2 раза. Все. 2-й раз не попал, зачем тогда, блядь? 3-й раз, причем я не прожимал ему на удар. Тут, естественно, он меня заденет. Блять, ну еще. Так, давай-ка мы тут останемся. Бля, ну я не успел похилиться. Думал ему тряхнуть и выпить фляжку, но нет. Какой-то медлительный персонаж, а? Пробовал сгонять с ним сегодня. Раза 2 или 3 топор драконобор собрал, но не знаю. То ли с кувырками проблема становится, то ли опять же вот эта вот проблема с 2 ударами подряд. Короче, наваливать-то я наваливаю, но не больше 3 ударов. Да и сейчас, в принципе, не лучше. Евгений Корец. Есть какой-нибудь двуручный меч прокачанный, типа клинка? Хотя да, Лориана есть. Так, влево. Так, пока он там садится, у меня есть окошко отхилиться. Сейчас я протру, посмотрим, что по мячам. Вот тут я тупо до него добежать не успею. У него уже другая атака начнется.
А вот здесь, в принципе, близко. Ваншот. Можешь попробовать двумя мечами. Есть тут одни прокачанные. Так. Одноручка. Это вообще какая-то дичь. Меч солнца, города за стеной. Пламберг плюс 6. Меч крови дракона. Че такого не знаю. Когда взял, даже не помню. Флейма. Но его качать надо. Качать на что-то надо. Ну, в принципе, вроде что-то там был. Ну-ка, по длине он как. Угу. Угу. Но это же явно на него не прокатит повелитель бурь, да? Но это же не Йорм. Нельзя типа одним мечом двух боссов завалить. Лориана есть прокачанный меч. Скверный. Лотрика. Евгений Корецкий. В 2 руках пробуй. Вот просто двуручный меч. Вот эти штуки прокачаны полностью. Это я еще на безымянного короля. Но все равно качать надо. Так, чисто давай для эксперимента сбегаем. Он там будет херню какую-то наносить. Евгений Корецкий. На урон не смотри, пробуй клеймор. Он быстрый, успеешь отскочить. Так, а может быть проблема-то в том, что я как раз и пытаюсь. Ну, точнее, не пытаюсь. Вот один удар. Смотри. Нажимаю один раз. Дважды нажимаю. 2 удара делаю. Нажал 3 раза, ударил 2. 1 раз. 1 раз. Надо вот 1 раз треснуть и все, и валить от него. Только жадничать пытаешь, больше 2 он вообще не дает. Там у меня когда-то, блин, частенько вижу то, что у меня он 3-й раз пытается треснуть. Вот в этом большая проблема. Когда 3-й раз бью, он мне лава не достает. Здорово, Степан. Я его даже зачарю, пока до меня добирается. Опять и не вовремя перекат. О, 81 урон. Ну это как-то совсем плохо. Я. Ну потому что первого уровня. Так, от хвоста нахрен подальше. Сука, иногда задевает. Все, он полетел на комбо. Дышит под себя. Странно, что мне первый раз не прилетело. Евгений Корецкий. У него шея не является головой. Чисто по голове урон двойной.
Вот то, что не всегда по башке получается попасть. Раз, два, три, четыре, пять, шестой. Садится. Ну, 143. Я его так до весны катать буду. А у Безымянного короля было удобненько, мать его. Можно было и по шее долбануть. А тут в целом вся первая фаза Безымянного короля — это весь босс. Что еще имеется? То есть прокачанного больше ни хера такого. Прокачанного получается раз. Ну, я не Евгений знаю. Корецкий, ты не о уроне беспокойся, а о том, как атаки контрить. Так вот. Я на них попадаюсь. В этом проблема. Поэтому будем учить этого клоуна, короче, с этим мечом. Он типа и прокачанный. Если вдруг мне повезет, я хотя бы его зачарить могу. Я попадаю на практически каждую вторую его атаку. А от первой, блядь, и то случайно. Вот. Сегодня еще видосов несколько посмотрел. Ну типа, блядь, запомнить его атаки. Евгений Корецкий, бей только один удар. Вот, надо к этому приучиться. Степан Рудницкий, я уже заготовил. Для него большой топор драконоборца. Топор драконоборца много стамина жрет. Тут у него есть такие волшебные атаки. Евгений Корецкий, Не всегда успеваешь. прибавка к урону меньше 10 единиц. Все, ну куда ты машешь стоишь? Блять, не успел. Промахнулся один раз. Все, второй я, короче, не ударил. Мне в этом повезло уйти. Все, валим. Степан Рудницкий, один удар и Тихо. Я тут переборчик сделал. Пожадничал, ответил 2. У меня волны дождет. Странно, но нет. Вот опять на второй замах я полетел. Вот тут он. Тихо. Что-то я вот такой атаки у меня не помню. Когда он просто одиночно лапает резко. Я не знаю, наверное, не успею. Блять. Зато на путь нарвался, очень успешно. Не в ту сторону.
3 раза я хотя бы в ножульку ему долбанул. О, что делать будем? Чё второго удара не было? Или я его просто проворонил? Скорее всего, бля, слишком близко. Ваншот. Четвертушечку спилил. За сегодня первый раз. Сколько? Ну, часа 2 почти. Ну, 1:30 я с ним уже ковыряюсь. Утром пару раз попробовал. Нахуй сразу. До этого больше не ковырялся. Я думаю, хотя бы стабильность сносить у него половину, можно тогда уже эту дамочку призвать. Может, поможет чем. Но тогда и он жирнее станет. Так что, в принципе, шило намыло. Большого еще. Ну так, может, спокойнее будет, я не знаю. У меня эта истерика, блядь, закончилась. 15 ударов, там пытаться его влить. Пяты какие-нибудь под ноги. Много лишнего. Я видел, чуваки его лупят, подбежал, ударил, убежал, все. Кто-то его руками забивает. Степан Рудницкий. Этот меч у тебя или... Дай бог. Не успею, да? А нет, мне повезло, я успел. Меч-то прикольный. Я просто нарываюсь на атаки постоянно. Хоть с ним, хоть без него. Ну, что ты делаешь? Нахуй что-то стоял, блядь, махал вообще, не в тему. Он же сначала выполнит действия, которые ты ему до этого задал, а потом уже будет делать следующие. Пока он... я был под ним, я думал, хотя бы тресну ему разок. В итоге, пока трескал, он, во-первых, ушел, а потом сверху добил. Вот и все. Вчера раз просру, попробую стопором сбегать. Ну, мало, конечно. Чуть-чуть поможет. Под атаку лечу. До этого поздно от огня, короче, укрывался. Он меня огнем задевал. Сейчас
рано перед лапами прыгнул. Тоже тайминг соблюдать надо. Блять, взял морду убрал, ну и твою мать. Степан Рудницкий. А ты лапицу. Да, Лотрика убил. 3 босса осталось. Медир, Гаэль и Пепел. Я еще чувствую с Медиром, точнее с Гаэлем посижу, да и с Пеплом тоже. Хотя обычно последние боссы говорят то, что ну, такие слабенькие, ну в смысле не очень сложные. То есть для меня он будет просто сложный. А не адски сложный типа Медира. Так, давай топором. Угу, 67,1. Вам до 68, да, можно? Ну-ка, сейчас посмотрим. Вроде особо не просел. Евгений Корецкий. До 69.9. Нормально. Степан Рудницкий. Ништяк мой на Титанике. Все, раз не попал, ну нахуй ты бьешь-то еще. Тут я уже не успел. Короче, выбрался из этого трудшака, который сам себя загнал. Так, все, локация кончилась, надо валить от нее. Степан Рудницкий. А этим топором силовую атаку. На коса снимает 1200, по-моему. Но это надо хорошенько прицелиться. Бля, ну прям в подачу. Ну быстрее. Да, вот я о чем и говорю, то что ее надо очень вовремя делать. Прям когда у него башка лежит. И когда она еще долго будет валяться. Желательно после лаза. Степан Рудницкий. Прокачай на плюс 5. Валить надо от этого хвоста. Топор прокачан уже давно. Странно, он почему-то 720 всего снес. Хотя должен он только цель сносить.
Это еще, видимо, куда попадешь. Ну, в смысле, я не попал по башке точно. Видимо, влепил ему куда-то в шею. Где он? Ну давай еще. Ну 1238. Вот примерно так эта ульта и должна сносить. Неужели? Я не подпрыгнул, а просто ударил. Ну, точнее, перекат сделал. Пусть он там ходит себе. Я лучше слиняю. Прыжок? Нет. Для ульты магия нужна. Он прыгает-то, блядь. Крутиться надо, перекат делать, а он прыгает. Ну и здесь еще попадает. Короче, слишком много косяков. О. Да, блядь, ну почему он бьет-то второй раз? Я уже не успею добраться. Я думал, прыгать будет. Круто, чё. Ну, в принципе, все равно был не жилец, что там 5 фляг, у него даже полфазы не снял. Давай еще попробуем с топором. С топором, ну, вообще, по-моему, со всеми топорами желательно прям вплотную подходить. У них, типа, рейндж коротенький. Надо близко стоять к нему. Поэтому иногда ты топором не дотягиваешь. Но если четко знать, когда бить, то топор пригодится такой. Ну, плюс еще если магия прокачанная. Примерно хотя бы как вот у меня половка стамины. Его можно очень быстро вынести. Все, не попал, можно убегать. А сейчас можно треснуть разок. Ну только раз. Нет. Чего он ударил? Два. Степан Рудницкий. Топор Карлайн. Хорош. Не ты пользовался умеет. Любое оружие на него зайдет. Которое можно мазать, либо с уроном на молнии. Фишка
избегать урона. Если прям ни на одну атаку его не попадать, то покер чем его валить. Просто каким-то оружием дольше, каким-то быстрее. Ну, тут уже, наверное, каждый для себя решает. Степан Рудницкий. Я вчера изучал парирование. Ну и как, успешно? Я вот не пробовал даже. Парирование штука крутая, можно нескольких боссов завалить чисто от парирования. Рида от парирования ложится. Гундир. Если я не ошибаюсь, драконоборец. Понтифик, Салливан. Кто-то еще, по-моему. Вот один раз нажал, какого хуя он ёбнул второй. Мегакуч. Удар. Один раз нажал, ну какого хрена? Блять. Вот как? Нажимаешь один раз, он бьет два. Давай. Степан Рудницкий. С переменным успехом. Ну, парирование дело такое. В принципе, оно и в Bloodborne довольно-таки сложно. Рыцарь Лагерь. А, текать надо. Блять, я не успел. Там ты про этих? То, что где два брательника, они тоже что ли парируются? По-моему, нет. Может, это. Я не знаю, я никого не пробовал парировать. Я вот знаю то, что видел, как его спидранеры парируют этого понтифика. Вчера буквально смотрел. Вечером. Кто еще? Гундира они парируют. Он прям вообще практически ничего делать не успевает. Ну и Фриду. По крайней мере, на первой фазе Фриду точно. Степан Рудницкий. Ян Рыцарь Принц. Я думал, ты на мобах тренируешься. Ну, типа попроще. Больше вероятности спарировать. Степан Рудницкий. Как они не умеют парировать. Редко получается. Я видел, что в руки берут маленький щит такой. И вот им парируют.
Степан Рудницкий. А вот ли А потом добивает. Ну, вали ты быстрее, блять. Ну и все, он добил. Там в статах оружия всегда пишется, типа, оно может быть для парирования или нет. Использовано. Сейчас, не знаю, если у меня этот щит есть, я покажу, каким парировали вчера. В Педране. Нет, у меня такого нет. Короче, вот здесь должно быть написано, то, что парирование. А, вот здесь вот он, парирование. Магическое парирование даже. Пишет. Круто. Степан Рудницкий. Катаный парировать эффектнее. Да вообще в целом парировать эффектно. Прикольно смотрится. Так сказать, полный контроль над персонажем. Ну, над врагом точнее. Ну и плюс еще хорошее добивание сделать можно. Один раз прожимаю, почему он бьет второй? Сучара. Теперь опять один раз прожал. Он опять ударил дважды. Как это, блядь, работает? Знал. Не, ну его только из вида теряешь, короче, тебе практически не жить. Я прям в тот момент подбежал его треснуть, когда он решил башку свою убрать. Привет, друг Лайла. Здорово, спасибо. Какого хера он бьет второй раз? Ощущение, как будто у меня иногда двойной щелчок срабатывает. Эх, ну давай. Долго ковыряешь его.
4-й час. Ну, в общей сложности. На прошлом стриме часа полтора. Сейчас почти час. Ну и вне стрима еще пару раз побегал. Ну, побольше даже. Короче, 4 часа. Ну, пока это с безымянным королем не сравнится, который на неделю, блядь, я с ним засел. И то вообще стрелами просто убил его. И нормальные люди там его, ну, топорами, мечами Да, забивают. Блин, респектую твоей усидчивости. Да. Того. Был бы толк, вот серьезно, от этой усидчивости. Физически бегаешь, вот так часами, блядь, а мало чего меняется. Прогресса нет. Движение, это как любовь в противогазе. Движение есть, прогресса нет. Так можно и год к нему бегать, если нихуя не научиться. Запоминаю атаки, но тут же на них и нарывается. Вот. Я даже поворачиваюсь в другую сторону, но он все равно с ударом поворачивается. Это пока бежал, он мне ёбнул огнем. Шикарно вообще. Ну-ка. Бля, успел. Мега гусь. Раз, два. Серьезно? Вот как? Перекатом и не уйти от огня. Это фиаско. Сука, ты к нему, блядь, он от тебя. Ты ему ёбнуть, короче, он башку поднимает. Тут пидорас. Ой. Хер знает, можешь попробовать фантома вызвать. Округлим, так сказать, количество угля. Хуя, у меня полосочка прибавилась. Ну, в принципе, хули толк. Ну, в прошлый раз сколько там, я раза 3, по-моему, эту бабенцию призывал. Один раз мы до половины снесли, а потом все плохо было. Посмотрим. Ну и чё? Пойдем, Шира, пинать. Ну что, прыгни за мной.
Сейчас, кстати, посмотрим, сколько у него жира добавилось. Ну, тетя, ты под него-то не лезь. Степан Рудницкий. У меня 80. Прикольно. У меня 30. Хер знает, куда-то просрал. Ай-яй-яй-яй. Очень не вовремя я оказался в этом месте. Ну, баба, короче, стреляет, но не попадает по нему. Сука, он шел и шел на мной. Шел и шел, пока я не повернусь. Только я повернулся, она в подачу сразу. Такой хидорас. Ну так-то удары по нему те же самые прилетают. Че как-то рядом, да ни о чем. Огонь. Десятого раза куда-то ему. Давай быстрее, беги. Блять, я так и думал, что сейчас на хвост налечу. Понесся просто расшибать. Снова я оказался с правой стороны, ваншот. Даже половину мы у него не снесли. Но баба хотя бы живая. Можно попробовать еще раз. Я знаю, да я просто сейчас, скорее всего, уголь, да, просру, да и все. Он какой-то больно активный при ней становится. Может, мне кажется, хуй знает. Я заметил то, что когда баба это рядом бегает, часто я начинаю находиться у него где-то возле ног. Всё?
раз он бьет. Нажимаю уже один. Почему второй удар Степан проходит? Рудницкий. Мне кажется, они активны, когда ты выжил. Он потому что видит нас как двух персонажей. Когда ты один, то он и кастует для одного. Ну быстрее, блядь, вставай, ну твою мать. Я вообще не понимаю, что происходит. Ну, он с бабой дуреет, потому что она близко к нему находится. Ну, дистанцию другую держит. При определенных дистанциях он делает определенные атаки. Вот, теперь на меня внимание обратил. Пизда. Теперь на нее. Но и меня лапами задел. Следующий. Сука, ну как? Как вот можно было не дотянуться? Это все топор. Блять. О, нихуя. Целая хп-ку мне оставил. Спасибо. Сейчас Шира отъедет, и я буду. Валим тетенька. Кстати, никогда эту атаку спереди не видел. В основном как-то старался обходить. Все. Баба подохла. И у меня в пляжек ни хера нет.
Я думаю, не стоит ее призывать. Потому что она то к нему лезет, то в другую сторону уходит, он прыгает то на нее, то на меня, и у него атаки всегда меняются. Так хотя бы когда он носится, ты хотя бы знаешь, чего от него ожидать. Ну, когда он только перед тобой. А так он и туда, и сюда пытается успеть. Если с кем-то онлайн его проходить, то, наверное, будет попроще, чем с фантомом, потому что, ну, игрок-то тоже будет, как бы, не в тупую переться на него, как бы, под урон. Гаман 72. Ну зато половину снесли. Чуть меньше половины. Ну, мы так и сносили, когда я первый раз ее вызывал. А потом сколько раз не вызывал, четвертуху снимаем и все. Степан Рудницкий. Она только мешает. Ну, не то чтобы прям мешает, но она панику создает лишнюю. Он беситься начинает жестче. Блин. Пиздец, встает, чтобы урон питать. Ну, считай, две атаки, от которых я не могу уйти. Это вот когда он летит на тебя вперед мордой. Ну, почти я от всех не могу уйти. У него где-то 6-7 атак. У меня получается более-менее уходить, когда он лазер этот отпускает. Ну, такое, с переменным успехом. И когда он этот, как поднимается, летит и уходит в сторону влево. Так, когда он лапами там двумя херачит, такое в основном не выходит. Когда он кусает, тоже не всегда получается. Да, много какие пропускаю атаки. Одна атака это пол хп. А этот босс такого не прощает. На нем нельзя, ну, прям 15 фляжек, если у тебя есть, закончишь с одной его. Особенно если ты не шаришь, как играть. Что у него жира очень дохера. Так, я не успею. Ну вот опять он пиздует, чтобы треться. Ну так. Снова. Ну, что делаем? Прыгать. Не попал. Я не попал. Тайминг. Хвостом уебал. От себя херачит, надо валить так вот куда-нибудь. Не, ну когда он бьет под себя пламенем процентов 90, то что он тебя достанет? Если ты будешь даже находиться возле его двух ног, а он будет херачить пламенем, ну, скорее всего, ты в основном урон получишь. Особенно если у тебя, когда чуть-чуть хп осталось, то все, ты покойник.
Короче, первая моя проблема, это надо приучиться бить один раз. Прям четко, чтобы без косяков. Иногда он бьет дважды, хотя я нажимаю один раз. Бывает 3 раза бьет. Да, 2 раза нажимаю. Можно четенько один раз ему треснуть и все. Все, раз ударил, убежал. Больше он тебе окон не дает. Раз ударил, убежал. Только на второй замахиваешься, сразу же урон. Прыгать будет. Нет. Лайзер. Все, валим. Раз, два, 3, 4. Удар. Падай. Еще ударяем. Не больше одного раза он разрешает ударить. По крайней мере топором. Я не знаю, если там, конечно, каким-то быстрым оружием можно ему задамажить 2-3 раза. Возможно, опять. Здесь я успею добежать. Все. Ну, куда второй раз ударил? Я чуть на мегабысь не нарвался. Ну, зато на лапу попал. Да, ну не надо было использовать фляжку. Ну ладно. Ну, тут когда в разнос он идет, не всегда получается у него уйти далеко. Давай, быстрее. Пизда. Ваншот. Короче, ты смотришь на него, если он делает лазер, ты находишься с правой стороны, не успеваешь добежать в любом случае. А с левой он тебя практически почему-то не задевает. Там очень маленький шанс вероятности, то, что когда ты будешь с правой стороны и побежишь ближе к нему и в сторону, что тебя не заденет. В основном задевает, я смотрю. Только в левую. Но сейчас несколько раз получилось четко вот прям по одному удару ему бить. Поэтому не так много у меня здоровья в самом начале снес. А потом я расслабился, короче, походу. Начал тормозить и вот, пожалуйста. Ну нахрена, вот я сейчас точно один раз проживал. Мне просто повезло уйти. Влево. О, повезло чисто. Так, давай попробуем не хиляться. Лазер? Да. Время атаки лазером главное быть в нужный момент, в нужном месте. Блядь. Вот опять. Ударил второй раз.
Серьезно? Ну тут только угол неправильно взял, все тебе хана, короче. Если тебя пламенем не задело, то лазером добьет. Ну что ты там грузишь? А грузить-то нечего. Стал замечать то, что под конец игры начала игра вообще зависать. Не знаю, чем это связано. Сегодня один завис был в самом начале, перед стримом прям. Повисло буквально несколько секунд. Тут сейчас то же самое. О, отвисло. Будет охуеть как обидно, если подобная штука произойдет, если у меня вдруг получится его там почти добить. Завис этот произойдет в тот момент, когда он меня замочит. Не вовремя прыгнул. Но повезло от урона уйти. Я не понимаю, в какой момент надо прыгать на него. Он всегда достает. Успел. Теперь не успел. Западло ты ссаная. Давай, бежим. Бежим. Ладно, я, может, успею похилиться. По 2 атаки подряд херачит сучонок. Заебал.
непонятно, как в какой момент прыгать на него, когда он прям летит на тебя. Только эту одну атаку замечаю, начинаю прыгать, все равно задевает. Прыгай в сторону, он тебя копытами задевает. Чего делать? Куда прыгать? Заебись, игра повисла. Хорошо, хоть не самый ответственный момент. Обычно ее так пару раз, раза два, там, три максимум глючит, а потом вроде стабильно работает. Хуй знает, может это с серваками как-то связано, не знаю. Надо было навстречу ему не бежать. Так, я тут. Но от некоторых атак можно вполне бегом просто уйти. Ну, если он не будет лупить дважды, блядь. Все, один удар сделал, и все. Но как только у меня персонаж начинает бить дважды, хотя нажимаешь один раз, он теряет вот эти вот драгоценные секунды и получает урон, тут же второй, и пиздец, короче. Я тоже спускался по этой лестнице, он, наверное, должен уже перчатки стереть себе. Уху, что ли, поменять? Стамину поэкономим, да? Я сейчас делал перекаты, но он все равно достал их. Нет, не буду рисковать.
Че это он тут приземлился? Я думал, прыгать будет. Да вали ты оттуда, нахуй. Сейчас надо с угла выходить. Ничего не вижу. Чудо, но получилось. Налетаешь на другую тут же. Быстрее, ну. Блять. Привет, привет, Кенс. У тебя, сука, постоянно, блядь, держит тебя на расстоянии, плюс еще любит тебя и даже в угол законопатить и там добить. Потому что, в принципе, ну, логично, да, ты же от него убегаешь. А он за тобой. Слушай, давай так попробуем. Интересно, сколько у меня, в принципе, щит вытащит удара. Типа он хоть как-то должен, наверное, от него защищать. Пробуем. Конечно, все не сдерживает щит, но может быть хоть что-то получится. Не знаю. Ох, ни хрена он прыгнул. Да. Просто все хп, блин, одним прыжком вынес нахрен, да и все. Круто, чё. Надеюсь, получится посмотреть вообще, как щит действует.
когда-нибудь. Ну, то, что пушка меньше сносит, это уже очевидно. Сколько у него там? 1015, по-моему, да, урона? Ну, точнее, КП у него. Я так долго буду ковырять. Ну, двумя руками пушку держишь, 500 сносит за удар. Тут по 360. Щитом есть возможность, по-моему, закрыться от огненных атак. Лапой он по-любому пробьет. Угу. Так, ну вот это точно не выйти. Щитом. Попали в эту курву. Так, не очень вовремя повернулся к нему, наверное, поэтому дамаг пришел. Ну, такое себе. Да, в принципе, без разницы. Если ты урон получаешь, то ты его получаешь, щитом или без. Да, еще сейчас разок попробую, перерыв потом. Че, поехали? Интересно, он на самом деле может лапой пробить щит? Ну, это вот вторая атака, от которой надо уворачиваться. Это вот третья. Так. Мин. Эй. Короче говоря, заметил так-то, что у нас этот товарищ, в принципе, если лупить тебя в щит, то немного здоровья сносит, но тем не менее. То есть 2 удара ты еще выдержишь, но он делает часто по 4. Не знаю, при каких раскладах он именно делает 2. У него то 2, то 4, я так и не понял. В какой момент он их делает. То есть обычно он перед каждой атакой часто замахивается, ну там, то есть взлетает там или еще что-то такое. Он делает, ну, непонятно, они одинаковые. Иногда он делает 2, иногда 4. По крайней мере, я разницы не вижу вообще между ними. Часто, кстати, попадаюсь на это дело.
Сейчас 3 удара сделал. Добил. Ладно, давайте перекур, короче. Задолбал меня этот урод. Продолжаем умирать. Снова. Новая игра повисла. Отлично. Подождем, пока разглючит. Ну чё? Неужели?
Последний раз попробую со счетом. Надо с этим делом завязывать. Неэффективная штука, короче, щит. На все, блядь, атаки нарвался. Просто каждую. Я думаю, может, до Гаэля, что ли, прогуляться. Так, развеяться, так сказать, посмотреть, чем обрадует. Ну, это потому, что ошибки одни и те же. Не по башке попал. Пойдем к Гаэлю сходим. Посмотрим, что за чувак. Так просто, от нечего делать. Ну, наверное, щит какой-нибудь получше пригодится, типа такого. Ага.
А, вот тут проход был. А, не буду я возле этого костра садиться. Четкий тушь потекла. Все, бабулька высохла. Я знаю, что у Гаэля чисто очень большой, как бы, большая очень арена. Им там можно бегать вечно, по-моему. Так, костер будет зажжен. Искать товарищ. Кто мужик ползает? О, Фелианора, помоги мне, пожалуйста. Ай, Фелианора, ты чё? Красный капюшон придет и пожрет нас. Пожрет наши темные души. Ты, мужик, далеко собрался? Ладно, пусть ползет. Ну, красный капюшон — это как раз про Гаэля речь. Мужик там ползает. Чё-то никого. Где его искать? Может, там мужика надо завалить? Хотя... Ну все. Катсцена запустилась. Кушаем, да? Как говорится, приятного аппетита. Ты сейчас здесь?
Ну, так, с такой скоростью. Давай ей сюда. Да, темную душу. Для картины моей госпожи. Это которая, у которой тут потекла? С шариком, да? Херня бросается. Но он шустрый. Квадратная скобка. pnd.gg квадратная скобка. Доброго времени суток. Привет, Морин. Первая фаза прошла. Сейчас еще будет жестче. А потом еще жестче. Ну, хоть посмотрим. Что за мужик? Это что, кровь? Он взбесится. Кровь темной души. Ну, естественно. Все, сейчас он чуть-чуть пошустрее станет. По-моему, у меня меч сломанный. Прикольно. Я думаю, надо от него отойти. Как с пулемета шарашит. Странно, но он не будет степиться. Должен вроде. Ну, как говорится, должен, но не обязан. Эх, прям не вовремя я открылся. Ваншот. Прикольно. По-моему, есть резон еще раз к нему сходить. Раз Медир не катит никак, давай сходим еще раз. Так, только есть одна идейка. Можно даже чит-хавова попробовать.
все равно вокруг него суетится. А я думал, ваншот. Стил не вовремя. Сейчас попробуем хитхау владеть. В принципе, он чуть постабильнее будет. Тут я смотрю, что особо перекатами я пока не пользуюсь, но я не знаю, что там будет вообще в третьей фазе. Ну, хоть арена большая. Мужик прям про щиты. Неплохая атака. Что-то как-то он сложнее начал даваться. Лютует дядька.
Поприкольнее Мидира будет так-то. Чем-то он мне спауна какого-то напоминает. С этим красным плащом. Отлично, я попадаю на эту атаку, и он меня ваншотит. Тут еще и молнии полетели, прикольно. Давай еще попробуем, что-то мне нравится. Прикольнее Мидира гораздо. Вот так даже делаем. На псину какую-то. Бешеный. Давай, 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 давай. Подождем. Даже, наверное, можно похилиться. А вот второй раз самоубить не стоит. Так, надо помнить про ту атаку волшебную. Ну и пройду тоже. Причем некоторые атаки его можно сбить, я смотрю. Как у Крида прям. Так, валим. Он в разнос полетел.
Мужик вообще лечиться не дает. Есть. С какой попытки? С третьей, по-моему, подох. Кровь темной души. Я не знаю, что с ним делать. Так, ну это было круто, я скажу. Что там, 120 тысяч за него дали? Неплохо. Пирог-то есть. Все, осталось два босса, Мидир и финальный. Давай куда-нибудь что-то там. Ну, прикольный босс вообще, мне понравился. Он шустрый, короче, но если у тебя есть щит, то тебе похер на него. Главное крутиться так же, как перед всеми мобами и так далее. И он ляжет. Ну, и вовремя отходить, отхиливаться и обратно прям в прессинг его крутиться, прям находиться возле него. Так, храм огня. Глядишь, может быть, что-нибудь из его душонки можно. Где там этот хмырь сидит? Я не сказал, что прям это очень надо. Мгм. Ну, я не знаю. Сделать арбалет и попробовать мидиры им завалить, ну, это будет странно вообще. Ладно, мы пока ничего делать не будем. Мало ли. Смотрим, что дарим. У меня поднять левел-то стоит вообще. Я, наверное, еще 100 душ-то вряд ли наковыряю. Блин, на эти тратить неохота. 120 тысяч просто. Улетят же сейчас, да и все. Надо бы что-то типа купить. Тут покупать особо нечего. Евгений Корецкий. Ты чё, Гаэля заколбасил? Да. С третьей попытки. Ah, well
Прикольный босс. Евгений Корецкий. А Медира? Нет. Бил Медира, а потом решил Гаэлю дать пизды пойти. Прикольный Гаэль, мне понравился. Я не знаю, что купить. Сейчас на Медире просто 120 штук улетят и все. И в никуда. Как брать, я не знаю. Евгений Корецкий. С Гаэлем можно за щитом отсидеться, с Медиром нельзя. Я взял просто щит Хавела и за ним спрятался и мочил саблей. Сначала пробовал щитом Черного Рыцаря, но он пробивает его, видно то, что мощи не хватает у этого щита. Ну тут, да, естественно, Хавел. Что еще? Блин, не знаю, у меня и так 120, 102 штуки в инвентаре. Хуй знает, что в это. Можно было бы отложить эти души. Знаю, либо душу уже побежденных боссов хлопнуть. Плюс вот эти вот. Но мне нужно типа сколько там? 250, по-моему, 227 тысяч на поднятие одного левела. Ну, везде по 20-ке, наверное, дадут. Тут и тоже примерно так же. Да, чуть-чуть не хватит. Можно проверить. Я не думаю, что я какие-то там пушки буду покупать. Ну, в смысле, позицировать. Так, что у нас тут стоит? Да, все по 20. Так, 60. 76. 96. Да, слушай, хватит. Я не знаю, я не думаю, то, что пригодится. Я посмотрел там пушка Гаэля, ну, не знаю, такой. Душа, в принципе, демон. Я вот думаю, что в левел. За душу баса Гаэля можно арбалет-пулемет сделать. Ну да, так он пригодится, я не знаю. У меня осталось два босса. Медир и Пепл. По-моему, Медиру, если я с арбалета нашмаляю, то ничего не произойдет. Форвер. А с ним глич на ваншот Медира. Что за глич? Евгений Корецкий. Ничего тебе не надо, продавай все. Чтобы один уровень как чего-то поднять, который, в принципе, мне ничего не добавит. Ладно, пускай они остаются, короче. Сейчас уже, в принципе, 120 косарей, это так уж он. Вот Медир так бы лег. Евгений Корецкий. Правда, от одного уровня ничего не прибавится. Так вот. Я все равно как бы Медира явно не смогу захуярить. Даже если у меня там хоть 3 уровня вырастет. Его учить надо. Не знаю, что там как-то. Он у меня, походу, так же, как и петух, сел, короче, и все. Но Гаэль прикольный. Я хотя бы душу отвел. Из-за глича стреляет не арбалет 10 раз подряд, а гигантский лук. Евгений Корецкий. У тебя лук стоит.
Форвер. Атакфан арбалет. Я посмотрю, что за глич, и, может быть, он мне не нужен. Погнали Медира травить. Если бы я их обоих сегодня прошел, я бы был так счастлив. Но Медир это штука такая. Да ёпа мать. Ну, Гаэль прикольный, шустренький, кровью блюет. Евгений Корецкий. Кольца не менял? Мгм. Кольца также зеленый цвет. Как там залупа-то называется? Благосклонность, зеленый цвет, стальная защита. Евгений Корецкий. Эстус. Бей только один раз и пройдешь Медира. Видишь? Не всегда получается это сделать. Я даже на Гаэле сейчас это дело заметил. Я четко нажимаю один раз кнопку мыши. А он из щита, сука, вылезает и лупит дважды. Сколько подач получил. Но повезло то, что этот как... Гаэль не такой коварный, как Медир. Гаэль потихонечку сносит. Короче, Гаэль крутой, мой Медир залупа. Как получилось? Тебя ништяк. Не полезно. Шел он уже. Прыгать будет. Ай, блядь, херовая атака. Не туда лезу. Ну, мне тупо повезло. Походу край арены, да? Ну куда ты второй раз-то лупишь? Да вот хуя к тебе повернуть пошел в очко. Плавали, как говорится, знаем. Ну, когда за тобой пиздует, ты поворачиваешься к нему, пытаешься ударить, и он тебя бьет. Ну нахуя? Два раза-то зачем? Надо валить их. Давай, 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 давай. Хуй знает, что там происходит, наверное, что-то нехорошее.
Надо же. Я от ваншота ушел. Праздник, блядь. Чудо новогоднее, блядь. Я, наверное, не успею, да? Нет, даже не буду лезть. Ну, в принципе, сейчас есть шанс напилнуть разок. Сюда вот можно тычечку бахнуть. Эй, ты где? Все, валим. Ну и чё? Да, тут столько раз купил, хуй знает. Сука, стенка. Твою дивизию. А! Что-то я проехался, вообще на него не смотрю. Но он там вообще беснуется. Это так примерно. Сука, задел. Ау. Чуть не захерачил. Быстрее прыгай. Блять. Семен Семенович. Давай быстрее. Делай. Угу. Давай, чем займемся? Давай так. Марафана. Давненько не видели. Да, говорили, от нее просто бегом можно было уйти. Ну, вот этого я хуй знает, как уходить. Мне он так не делал. Но были все шансы. Типа 8 фляг. Дохуя амбиций. Евгений Корецкий. От летающих шаров поперек них бежать надо, ты от них бежал. Короче, в сторону. Где мои 120? О, прикольно. Не, я туда не пойду. Евгений
Евгений Корецкий. От лазера что убил тебя? Просто перекатывай. Ты что, наглядел все равно? Ладно, пока хилиться не буду. Он шар где-то встал. Ну и второй раз опять ошибка была. Нажимает один раз. Почему он, блядь, лупит иногда два? Прикольно, это было поучительно. Евгений Корецкий. Первую фазу всю знаешь, во второй всего 3 атаки новых. Ну да, там получается это человечность, которая взлетает, лазер во все стороны. Че он еще, по-моему? А, ну и под себя он на этот, как он, на площадь бьет тьмой. Все. Это понятно. После Гаэля-то Евгений неплохо Корецкий. пошло. Когда он взрывается в одним местах, от шара беги вперед. Тоже видел то, что убегать-то. Евгений Корецкий. От лазера просто перекат влево. Да, не, я не успею. Блять. Угол сначала неправильный выбрал, а потом еще и под лаву попал. Чередует он, сучка, эти атаки. Не всегда понятно, что он хочет делать. То ли прыгать, то ли огнем херачить. Евгений Корецкий. Сам видишь, где лажаешь и все равно делаешь. Так вот, если бы я то, что видел
Короче, голова с руками по отдельности работает, так сказать. Играл когда-нибудь на гитаре? Вот то же самое. Правая рука хорошо, левая плохо. Это вот гладить по животу и бить по башке. А когда башка свяжется с руками, тогда его пройдет. Прогресс есть уже. Ну, лучше, чем сегодня в начале стрима. А когда голова с руками свяжется, тогда я его пройду. Ну-ка, попробую треснуть его. Я не вижу его, но вот он, естественно, тут. О. Сучка. Всегда, когда эта мразь до того идет и ничего не делает, стоит только тебе повернуться и начать его бить, он, естественно, морду уберет и треснет тебе в ответ. Второй раз уже вот эту вот херню вижу. А может и третий даже. Ну, по крайней мере, запомнился второй раз. Евгений Корецкий. Не знаю, дойдешь или нет, но ближе к концу его ХП возможен крит-удар. Не просри. Да, я знаю, делают. Но он еще любит под концовочку, как вот человечность выпустить, когда у него буквально там 1-2 удара остается. Ты можешь от нее подохнуть, пока он падает. Интересно, тогда бой засчитает. Не полезу. Да ёба мать. С этим ударом, по-моему, было всего меньше всего проблем было. Постоянно как-то лучше его получалось обходить, а тут на тебе. Даже уже на эту херню начал нападать. Да так, а Евгений любитель. Корецкий. Ты же наизусть эту атаку знаешь? Она давно твоя любимая. Так вот. Тут попадать начал. Может быть, одно закрепилось, второе открепилось, я не знаю. Хотя у меня, по-моему, ничего не закреплялось. Скорее открепилось больше. Хотя хер его знает тоже.
Надо же, мне повезло. Ну. Он даже не достал. Значит, прыгать будет. Если второго бы удара не было, второго бы удара, если бы не было, я бы, блядь, попал его. Точнее, я бы ушел от его подачи. Давайте перекур. Сейчас подойду. Евгений Корец. И как вы подрубить спустя тело, 2 удара по лапам равны одному по башке.
Я чайку замутил. И также по другим частям тела 2 удара по лапам равны 1 удару по башке. Это понятное дело, то что я уже заметил, то что по лапам. Но не всегда получается прям возле них стоять. Я как-то всегда под ним в основном тусуюсь, чего делать не стоит. Прям в жопу мне. Вот еще чем чревато под лапами тусоваться. Сучка на 1 хп. Давай даже 2 бахнем. Ку-ку. Я тут. Не вовремя прыгаю. Подох? А нет, слушай, я не знаю, сколько там. Я, по-моему, еще долго на моем поворону остался. О, зачем 2 раза-то ударил? Нет, слишком много фляг потрачено. Странно, он мне треснул, я его вообще у себя в жизни нисколько не видел. На одном каком-то хп там меня оставил. С девочкой такой.
Давай, Горькаба. Тихо. Чуть не двинулся с лестницы. Где бабуля? Оп, что без нее. Баб куда-то пропал. Ну, наверное, потому что я Гаэля завалил. Там что-то какое... По-моему, ее имя там мелькало. От сына. Теперь я, походу, не призывать. Мега гусь. На башку. Все равно задел. Случай Потрох со своими хитбоксами, блядь, это пиздец. Они реально на полэкрана. Когда он летит на тебя. Вот, никак не получается уйти от этой атаки. Не могу врубиться, в какой момент анимации надо это делать. Ну, прыжок в его сторону, прям в него. Ну и чё? Еще раз. Евгений Торец. Раз принцессу разбудил, то Шир уже не признать. Ну вот, я так и понял. Он самый оптимальный. По возможности, конечно. Так, у меня арена закончилась. Ай, блядь, херово попал. Ладно же, мне повезло. По-моему, первый или второй раз я ухожу от этой штуки. Так, ну давай по ногам хотя бы. Теперь бежать, 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 быстрее, блядь. Ну. Всё, потерялся, короче, в камере. Давай хоть отхилимся. Не, я туда не пойду. Никуда, блядь, не достать. Зато он везде тебя достает. Ну, в принципе, такая же херня была и с королем. Вот он как не лупит, он вечно лупит вот именно в тебя. Он постоянно попадет, как бы ты ни старался. Это так же. Они не промахиваются. Ребята эти. Ебучий динозавр. Ну.
Примерно эту атаку я и ждал. Да, ёпа мать. Хуй знает, что там происходит. Очень бы не хотелось знать. Что-то как-то вокруг да около бегаю, а... без дамага. По боссу. Ты не зачастил, сучка, такими атаками? Где он вообще? Понятно, надо влево бежать. При любой удобной ситуации надо бежать влево. Не достал. Только успеем. Ну. Вали оттуда. Нет, туда я не пойду. Хотя... Ну, теперь точно туда идти не стоит. Правильно. Ага. Сейчас второй раз куда обратно пойдет. Ну, примерно так. Ого. Бежимте, бежимте. Трикляки. Нет. Попробую так. Сейчас он, по идее, должен вырубиться. Ну или меня вырубить. Давай быстрее вставай. Валим. Захуярил мне мегакуиц. Эх, сейчас бы еще фляжек с десятку, да? Беги быстрее. Так, ну судя по атакам он пошел, да? Забыл, в какую сторону уворачиваться. Бок надо было.
Еще б десяток фляжек, я бы, наверное, его завалил. Наверное. Первый раз я ему столько пизды навалял, кстати. Евгений Корецкий. Бегай без угля, уголь как фляжку потом, и небесное благословение поставь. Что за небесное благословение? Это магия, да, по-моему, какая-то? А может, успеем? Да не успеем. Не буду рисковать. Ах ты гнида долбаная. Бежит. Побил. Евгений Корецкий. У тебя стоит небесное благословение. Это бутылка. Ирина Гаоси. Привет, Миги Рэбы. Здорово, Серег. Ну, эта штука-то понятно, что она стоит. Я там, кстати, в этом хаосе, по-моему, забыл про нее. Да, блин, я не знаю, это тоже бутылка особо не спасет. Ну, когда совсем будет, конечно, труба, то и это тоже сойдет. Я смолой особо не пользуюсь. И жидкий тоже, наверное, не пригодятся. Евгений Корецкий. О. Когда узнешь уголь, то благословение отхилит всю полосу. Ну, я знаю. Она восстанавливает, там написано то, что она восстанавливает все здоровье. Еще одна есть бутылка, там, которая хению она восстанавливает. ОЗ, ОК и так далее. Не вовремя. Ну, чуть побольше напинал, чем один удар. Бля, ну вот серьезно, даже от этого не уйти. А хоть ебло хотя бы.
Надо было только больше благословения местами поменять. Чтобы если еще поудобнее заюзать было. Короче, по-моему, мне подобные атаки как-то удобнее входить в бок. Потому что когда я в бок отхожу, я понимаю, что так неправильнее. У меня получается в бок отходить от этой атаки, но где-то каждый, ну, из 5 примерно на 3-й раз. А когда я прыгаю на него вперед, дай бог, что вообще когда-то получается. В основном не получается. Так. Уголь. Ну, вот, для маны. Ну, а так больше ничего тут. Чальк. Евгений Корецкий. Будет хороший трай, юзнешь уголь, если совсем хорошо, то и благословению займ. Там, скорее всего, если этот, как его... Ну, с этим-то понятно. Это и было в планах, почему она у меня уже давненько стоит. Это я еще так хотел сделать на короле. Да, полез второй раз. Серьезно, не попасть. Сейчас странно, но меня почему-то не зацепило. Ну, теперь все нормально. Теперь зацепило. Да ты сука, что ли? Вот урод.
Любит Хидетака у нас лифтики, лестницы. И вот эту вот приблуду. И куча скамеек со стульями ставить. Особенно вот где фантомы какие-нибудь кувыркающиеся. Столы вот понаставить, такая тема. С козырей пошел. Вот утырок. Ладно, похилимся. Пойдем. Прошмыгнул как-то я у него между ног. Надо было удар делать и все. Валить оттуда. Ничего не вижу. Но он сам ни хрена не видит. Стамина не хватает. Чё полез второй раз лупить его? Ладно. Ну да. Раз он тебя положил на этой теме, он будет забивать. Беспорядок тут навел он у Хидетаки. Вот один раз прожимаю, лупит два, блядь. Да серьезно, ну
Пизду. Херачит и херачит, просто как заведенный. Вообще не останавливает. Степан Рудницкий. Злой Медирка. Мгм. Я бы сказал, заебал Медирка. Их там двое, два босса уже осталось. Евгений Корецкий. А чё душу пепла не бьешь? Все какой минус. То разнообразие. А я потом к Медиру смогу вернуться? Евгений Корецкий. Сможешь. Ну, можно сбегать так просто, для прикола, посмотреть, что за чувак. Знаешь, что оружие он меняет. Да. В бок чуть проще мне уходить почему-то. Хоть это и неправильно, но, по-моему, так у меня побольше шансов. Дает, твою мать. Не вовремя. Может, успеет или не успеет. Ладно, да уебал туда, ладно. А чё без лазера? Это другая атака. Вот мой день. Ну вот, вот тебе и лазер. Да? Пойдем посмотрим финального босса. Что за покемон? Там, если что, к Медиру вернемся. Не знаю, может тупо Евгений Корецкий. отдохнуть надо. Только после победы над душой пепла никакие костры на арене не зажигай, уходи оттуда к другому костру. Его сначала победить надо.
Где там? Святыня же вроде, да? А, нет, подожди. Вот он. Вроде тут. Или через святыню там наверх подниматься. Не то. Беспалевная святыня. Евгений Корецкий. Через святыню. Да, все, я вспомнил. Сначала к центру печи, а потом вот тут развилка будет. Это вот на DLC. Это у нас. Пробуем так. Сидит. Булки свои насиживает. Стаминки не хватило. Подпизнуть его как следует. Ладно, отойдем. Как раз он тут бузить начинает. Пиромантия если. Угу. Что-то вот мне напоминает. Это фантом подобно двигался. Вот, как я. Первая фаза. Так, надо валить это. Ну да. Почти. Прикольно. Допить не дал. Ваншот, да? Нет, слушай, мне повезло. Наверное.
Добил. Ну, вторая фаза поинтереснее, конечно. Я так понимаю, оружие у него будет в руках рандомное, да? Это самый прикол, когда у него копье. Щиток-то пробивает он. Этот товарищ не сложнее Гаэля, я смотрю. О, как раз. Иди сюда. Вонючки свои раскидал. Сабля не очень рандом, я так понимаю. Он тоже, походу, веселый, да? Круто. Давай, вторая фаза. Не вовремя. Заграбал меня дважды. Сукин сын. Ну тут чисто если повезет. Нет, не повезет. Рандомненький дядька. Слушай. Коль такая пьянка-то. Все равно тут кувырки не часто. Если я попробую. Евгений Корецкий. Теперь понятно, как и ДС-1 прошел. Пешком и защитой. Ну да. Эх. Надеюсь, это не возбраняется. Со щитом-то бегать.
На то их и сделали в игре. Вот сейчас штука неплохая. Я вас на жопу посадил. Так, ходим. Илимся. Половинку он так сшибает. Пошел. Пинается еще. Евгений Корецкий. Со щитом тоже надо уметь играть. Вовремя опускать, вовремя поднимать. Да, да. Вообще в целом надо уметь играть. Что делать вовремя? О, как мне прилетело-то. Прошечно. Надо сейчас еще заграбать, нет? В первой доветке там же немного было перекатов. Ну и боссы другие тоже, которые особо перекатов не требовали. А вообще по динамике совсем другая игра. Не про перекаты. Это потом у нас уже Хидетака повернулся. На перекатах, парированиях. О. Что там надо? К Астроне идти, да? А не пойдем. Вернуть потерянные души, которых нет. Евгений Корецкий. Ничего не делай на арене. А то засчитают, короче, да, финал. Попросят, типа, игру плюс, там, и так далее, да. Ну, вторая фаза у него прикольная, а первая тоже, в принципе, прикольная, тем, то, что он меняет оружие. То есть, чтобы ты, ну, как бы Евгений не Корецкий. адаптировался. И знак призыва не трогай. Так, а сейчас что, куда идти-то? По-моему, я никаких знаков вообще не видел призыва. Просто подходить к костру и, типа, отправиться. По сути, так-то игра пройдена. Мендир. Один. Сука. Сука, Мендир. Кажется, что 100 косарей улетит. В трубу. Евгений Корецкий. Потом непонятно будет написано про игру плюс. Можешь случайно начать НГ плюс. Ну так и сейчас, так, я так понимаю, просто подойти к костру, отдохнуть и типа переместиться. Евгений Корецкий. Мидир тебя ждет. Понимаю, что он меня ждет. Отправиться. О, всё. Что Мидир отправить? Что делать? Ну, Гаэль почему-то мне больше понравился, чем финальный босс.
Прикольнее он как-то, пошустрее, динамичнее. Прям как обезьяна вокруг тебя скачет. Веселый, короче. Дядька. А Виндир, блядь, не веселый. Виндир пизды дай. Что делать? Бывает? Бывает. Как застрянешь на одном боссе. Ну, как я с петухом просидел, так и все. Причем вынес этого петуха вообще не тем, чем ожидал. Я максимум думал, его вынесу магией, если уж Евгений совсем Корецкий. никак. Мидир тупой и послушный. Ну, я тебе сказал бы то, что финальный босс тоже особо интеллектом-то тут не отличался. Он просто пинал меня в щит и кастовал какую-то дичь. Типа пиромантии. Оружие Евгений меня, Корецкий. и все. Надо тебе лазить. Он его делает. В смысле надо мне лазерного делать? Да серьезно, блядь, ну как ты попал-то? Блин. Аж вот хвостом не задел. Не успею. Евгений Корецкий. Не успел. Если мне лазер, я его вообще не убью. Ну, кстати, что в первой части финальный босс такой себе. Ну, явно отличается по сложности от других. Что тут? Я на дереве дольше сидел, чем на финальном боссе. Евгений Оторвал. Корецкий. Финального бьют на 90 уровня. У тебя 170. Да его, по-моему, во всех уровнях бьют. Я не знаю, как я подохну, ладно. По-моему, его на всех уровнях бьют. Разве нет? Ну, просто он будет тебе больше снимать. Тут по пухе же, получается, зависит. Ну, от силы. Вот. Ну, сколько там? 50 у меня, да, по-моему? То есть, теоретически, если быть в тряпках с хорошим щитом, сила плюс 50 и вот эта пушка на 10, то остальное типа не считается. Какие там шмотки у тебя или какой там у тебя. Ну, хп еще, да. Стаминой я Евгений практически не Корецкий. пользовался. К душе пепла почти все приходит около 90 уровня. Ну, я и в первой части тоже там что-то. Сто каким-то пришел, короче. К финальному боссу. Не, ну можно себе челлендж типа сделать и вообще левелы не поднимать.
Меня рандом сейчас спас, кстати, от подачи. Замахивался на второй удар. Так что повезло, он улетел. Куда могу долбануть-то? Да, прыгать надо, не подсыльно ударить. Гроза, ну да, этот не успел тут. Не там я кручусь, потому что... Опять побежит. Блять, не успею. Серьезно? Пока кувыркался, блять, башку убрал, да и все. Да, полез опять. А было на месте стоять вообще. То 2 делает, то 4, сука. А, вот почему надо именно влево уходить. Я только сейчас разглядел эту атаку.
все равно цепляет. Думал, от нее как-то по-другому можно уйти. Еще. Чё-то нихуя эти перекаты не работают. Когда он лапами своими сучит, похуй в какую-то сторону крутишься, я не знаю. То ли тут тайминг нужно прям соблюдать жесткий. Это какой-то пиздец. Причем сколько раз смотрел, люди нормально все перекаты делают, и он по ним никогда не попадает. Я не знаю, в чем дело, почему у меня не получается. Причем многие какие вороты у меня не выходят, так как показывают в гайдах. Ну и вообще там в целом, то, что вот ты, Евгений, советовал, далеко не все помогает. Надо же, ушел. Прыгать бы. Еще? Нет. Дотянись ты, блядь, до него-то. Твою мать. Куда-то в сторону машу вообще. Ну, естественно, он повернулся и добил. Давайте к перекурчику подойду.
Антонов, привет. Ну что, потом ты один. Продолжаем умирать. Может, какой-нибудь щит Хавала также заюзать, а? Блин, это перекатываться не смогу. Вот так бы ему ёбнуть по башке. Антонов, 111. Да, давай, короче. Потом, да, потом будет Elden Ring. — 25 числа он выходит. Ну, ёбнут ты, блядь, по нему так. Понятно. Сколько пизды получил. Последний босс остался, твою мать. Да, ну, не туда я лезу вообще. Вот что. Антонов, а я все-таки купил сегодня Киберпук. Мгм. Ну да, его теперь уже можно покупать. Он теперь типа играбельный. Тоже как-нибудь надо его допройти. Точнее, ну, я не знаю, там у меня сейвы сохранились. Нет? mr.toaster. Final Fight. Ну, это не финальный бой. Ну, как бы вообще, да. Я финального босса вот только что прошел. Ну, минут 20 назад. Гаэлю пизды дал. Который из этого DLC. А вот Медир остался. Медир что-то пока не это. Я его с 2 часов уже пизды ему даю. Сколько это получается? Ирил Гаоси. Мочи козла. Ну, короче, в общей сложности я уже 8 часов на нем сижу. 7 или 8. Антонов, пиратку на старте качал. У меня там НПС сквозь машины ходили. А у меня там что только не было. И машины сыпались с неба. Депозы были, там все что угодно. Короче, full house. Еще говорят, все равно, как бы, у нее там баги попадаются, но не так часто. Я ее забросил, ну, Киберпанк имеется в виду, потому что
Там одну миссию нельзя было пройти. Там типа говорят, идите в гараж. И садитесь там в машину. Сука, захуя. Садитесь там в машину. Приходит в гараж, а машины там просто не существует. Она должна стоять, но ее там нет. И все. Отсос Петрович. Ну, по-моему, это побочная миссия. Это уже была, по-моему, вторая по счету, которую нельзя было пройти. Ну, мне это стопиздило в канале, я, короче, его дропнул. Компа. Ну, ибо нехуй, пусть доделают сначала. Потом пройдет на это. Ну, и время, и остальное. Да и к тому же сейчас Киберпанк-то дешевле стал стоить. Я его брал, когда он только вышел. По глупости. А было тоже подождать. Либо вообще пиратку скачать, да и все. Но это не точно. Як Антон, сварщик замутил. 999 рублей. Ну вот. Я что-то брал за сколько? За 2500 я ее брал. Антонов, акция. 2500 я ее брал. Нерабочую, блядь, на старте. Так и бери игры. Которые только вышли. Да вот я так, в принципе, Dying Light тоже. Сколько там? Через неделю его поправили более-менее. Так он тоже там то выглядит, то оператив не работает, еще какая-нибудь шняга. Короче, Dying Light тоже с косяками вышел. Надеюсь, что Elden Ring не будет такого говна. Где так вот так-то и без этого он охота кастрировать. Ай-яй-яй. Ну все, полетел, короче. Дамажить просто. Бежит? Нет, так пиздует. Теперь побежит. Ну чё ж ты, блядь, не ёбнул-то ему? Понятно, поздно бить. Хуй себе обпалил, придурок. Это не валим. Мега пусть. Эх, не дотянуться. Ты должен шпакелиться. Ебущий хвост, блядь. Все, уходим.
блядь, не попал, я вообще не врубаюсь, ну, блядь. Там же не было вроде никакого расстояния. Зато он замечательно хуярит. Я просто, блядь, валяюсь с этих хитбоксов вообще. Блядь. Выпил, чтобы огнем в жопу получить. Ну, и нормально все. Ты ему хуяришь по башке. Ты видишь, что он, по идее, должен дотянуться? Хуяришь ему в дыню, но все равно, короче говоря, ты промахиваешься. Зато он тебя лапами достает. Сначала одной, потом второй. Плюс еще лазер, который ваншотит. Замечательно. Может, дрын побольше. Ну, прям вообще, чтоб с копыт. Ну, такой. Так, чисто в порядке бреда. Хоть у меня там урон, по-моему, у него на огонь, но... Попробую. С порядок навел. Суету навести охоту. mr.тостер. Может, с его попопки надо? Не. Либо в ебло, либо по лапам, но... По лапам долго очень. По жопе он тебя хвостом ебашит. Он дамажит всем, кроме крыльев. Ну, плюс у него еще из морды вылетает всякое говно. Вот такое. Да, так и знал, что я не успею. Ну, тут чисто главное угол. Добьем. Да? Нет, не повезло. Странно. Чё полез туда, вообще хуй знает.
Но больше вариантов было его достать. Признай, давай еще раз попробуем. Пушка, правда, долго лупит. Просто она чуть-чуть подлиннее. Евгений Корецкий. Этот меч на 100 меньше урона дает. Я вижу. Она чуть длиннее. mr.тостер. Чувак бьется с огромным драконом, а сам нерасторопный как валенок, еле-еле душа в теле. Пошел ты нахуй, блядь. Валенок. Что делать? Евгений Корецкий. Это же гигантский меч, ему в сет медленнее. Да, да. Раз, и вот два. Я так чисто попробовать в порядке вреда. Сейчас он отваляется как следует. Когда бока затекут, станет. Евгений Корецкий. Огненный меч валидирует это время. Я в курсе, у него редисты к этому делу. К огню и к тьме. Я так чисто сменить обстановочку скажу. Ваншотик. Все как вы любите. Сука, сука, блядь, эту гниду ковыряй. Ай, блядь. Просто из самых длинных мечей, короче, по-моему, это единственный, который есть прокачанный на плюс 5. Другого ничего нету. Сейчас этот меч заебет, опять топор попробую. Потом снова на это. На саблю. Какая разница, от чего дохнуть. Я думаю, что эту мразь надо было делать финальным боссом. Пока найдешь его, пока увидишь, что он делает, он уже тебя... Он уже тебе все сделает.
Бля, интересно, как его дверями забивают. Ну, такой щит, как две двери. Они ему рожу прищемляют, что ли? Ну чё, поехали. Бухнем. Этим пластом, да, я так понимаю, захерачит. Прикольно. Все равно не достану. МР.тост. А может его такой было помочь будет? Топором. Топор, он надо вблизи атаковать. Пробовал я и топором уже. Топор драконоборца штука прикольная против этого урона. Да, попробуем и топором. Пиздец. Просто в перекате ты получаешь дамаг. Я, кстати, не помню, чтобы он вообще когда-то, по-моему, по 2 раза бил. Это очень редко случается. Наверное, все дело в этом, как в расстоянии. Вот шотик. Там же он тоже делает разные атаки, смотря на каком расстоянии он к тебе, ну, находится.
Но только на каком расстоянии его нужно байтить на эти атаки, я не знаю. Грубые клинки хранителя. И так сойдет. Еще бы зачарить их на молнию, конечно, по приколу было бы чуть лучше. Понеслась душа в рай. Одна атака, пол твоего хп. Ты ударил его 2 раза. 300. 309. Три удара, как одна подача большим мечом. Постоянно хуярит эту атаку. Пизда, не буду подходить. Оседлать его нельзя. Было бы прикольно. Нацепить уздечку в виде этого красного шара из криминального чтива. И равно туда же. МР.тест. Это уже мешает никому. Чё? Шейх Халут, это кто такой? Ну да. Ну-ка, давай говорим. МР.тостер. Черви из дюны. Угу. Они шейхлодами назывались. Не знал. Ирил Гаоси. Короче, не хватает спайса на этом мероприятии. Не исключено.
Что там у нас игра так падение, когда выходит? Что-нибудь слышно вообще? Да, было бы прикольно, если бы там был саундтрек из Сеги. mr.тостер. Их так называли фримены. mr.тостер. Ну, вообще ничего не прилетает. Показали их всё. Пиу-пиу! Что-то ему подстреливает, да, по соточке. Да какой? В лучшем случае 50. mr.тостер. Ему вообще по... Ну тогда. Коля, у него 15 косарей здоровья. Нахуя амбиции? Надо какой-нибудь пулемет. Типа минигана. Да, с топором побегаем, чё, какая разница, в принципе. Сейчас я тут всякую дичь уберу. Делаем. Топор-то топором, он коротенький. Не всегда можно достать до него. Да и сабля-то, по сути, не очень-то длиннее прям топора. Так, на mr.тостер. чуть-чуть. МГ-4 будет самое то. Может быть, и гранат побольше. Зашвырять эту псину чем-нибудь. Сука, горели я сегодня с 3-го раза прошел. Дальнего босса тоже с 3-го раза. Это падла, блядь. Просто пиздец. 5-й час. Какой? Больше. 6-й.
МР.20. РГД минус 5 ему под хвост. Да что уж там мелочиться, сразу Катюшу какую-нибудь ему. Чтобы это, или напалмом сжечь. Сегодня даже попался видос, там вот чувак тоже таким топором, только на борца его валил. Но у него, правда, этой маны было до хера. Ну, буквально его там что-то раз 6 лутанул. Хуяк, вторая фаза. Эвил Гаоси. А если тереться под задними лапами не поможет? Под хвостом выглядит безопасней. Он тогда начинает поливать под себя огнем, короче. Ты оттуда выбегаешь, он тебя хвостом полздоровья сносит. Тактика-то по сути несложная. Тузуйся у него возле морды. Там опасней, но типа более дамага нанесешь. Дистанция. Во время этой дистанции он делает определенные вещи. Ну да хуй, я туда не пойду. Я не успею. Потом на дистанции вот эту тему делает. Летать начинает. Но когда ты слишком борзо у него перед ебальником задерживаешься, вот он лапами лупит. Вот так. И почему-то иногда 2 раза, иногда 4. Это вот фишку я не понял. Сейчас опять побежит. Нет. Ну лазер так лазер. Гелик, как говорится, ноги унес. Странно, он даже хвостом не ёбнул. Ну вот лазер, ты только на него попадаешь, это ваншот. Поэтому надо ближе, по идее, к нему тусоваться, но тогда еще больше атак на тебя летит, и еще сложнее уворачиваться. Прыгать начинаешь, он тебя ебашит. Я не знаю. Пробовать вообще эту хуйню. Сколько вообще загруженности получится? 57%. Ну, равно я пизды от этого меньше получать не перестал. Конечно. Ну, может, чуть-чуть подлиннее, типа прыжок будет. Хер знает. Это не точно. Евгений Корецкий. Я лично только через хвост и убиваю. От огня бегу к концу хвоста и бью 2 раза. Там тогда нужно время высчитать так, чтобы и свалить успеть. Потому что огнем-то он тоже дамажит неплохо. Чтобы 2 удара нанести и свалить куда-нибудь от этого хвоста. Ну, чисто тайминг типа. Блин, я опять 2 раза ударил. Нажимал один.
Я думаю, процентов 20 ошибок из-за того, что вместо одного удара бью два. Ну, хуяк. Сучий хвост. Догрыз. Зубом своим, блядь, опять опущу. Да ёб твою мать. Ну и все, пиздами. Ёбаный медир, блядь. Вот что с безымянным этим королем, что с Медиром, вот как-то сразу не сложилось, я не знаю. Как только ты босса не получается у тебя пройти хотя бы больше, чем через час, короче, ты на нем повис. И как долго, хуй его знает, короче. Одному виду таки, блядь, известно. Слишком дохуя, по-моему, звезд должно сойти, чтобы ты его прошел. Евгений Корецкий. Невозможно совершать одни и те же ошибки сотни раз. Я раньше так. Вот результат на лицо. 4-й час подряд. 5. Серьезно, пробежал сквозь ебальник. Сейчас чудом он меня вообще не зацепил. И нахуй. Вот, спасибо. Ну опять это говно полетело. Просто, блядь, он постоянно, короче, блядь, атакует вообще. Он мне продохнуть не дает. В этом плане даже Гаэль то же самое останавливался. Царство, как говорится, его нормандское. С этого положения он, как правило, делает 2 атаки. Мега кусь. Я случайно, кстати, не попал, мне повезло. Ну, ладно, меня бьет. Стою там, что-то хуярю топором, надо прыгать, давно надо было. Он, блядь. Ну, частенько у меня уже такая херня встречалась за сегодня.
Стоишь, килится, он тебя огнем поливает. Ты еще видел, как его ртутью убивает. Прям под брюхо ему заползает, короче. Ну там встречалось два видоса. Сначала один чувак, потом двое. Под брюхо ему заползает, кастует эту ртуть, и она его дамажит потихоньку. А ты бегаешь вокруг. Профит. Может прямо, блин, попробовать за хвостом этой мрази поохотиться. Да, это будет дольше. Ну вот и так дамажно. Насколько я заметил, я был вообще прям перед его лапой, потому что она мне мешала пройти. То есть, получается, он фактически сейчас тебе должен был еще за одной руку, блядь, отгрызть. Удивительная поебень. Набедокурил. Машет в разные стороны. Ну быстрее ты беги, блядь. Ваншот. По-моему, только ты начинаешь менять тактику, короче, у тебя вообще, по-моему, шансов нет. Придерживаться, потому что нечего. Заебись, игра повисла. 4-й раз за сегодня или 3-й. Первый раз в начале, раза 2 или 3. Теперь он спустя уж почти 3 часа. Блять, как это вообще все работает, а? Развизло. Разглючил.
Да ёб твою мать, ну... Вот это вообще весело. Просто по касательной тебя задевает и ваншот. А он стоит там, кочевряжется весь. И остальное пламя добивает. Шикарно. Эй, точнее. О. Да, ну так его дольше тоже ковырять. Потому что в одной руке. Я знаю, пробовал я со щитом сегодня. Херня. Щит все равно особо не спасает. Просто ты меньше, вместо 2 минут со щитом живешь 2 минуты, там 10 секунд. Он меня уже от любой позиции достает вообще. Зато я не дотягиваюсь. Он, кстати, ваншотик тоже на меня летел. Он когда одной лапой приземляется, может задамажить хорошенько. Ай, блядь. Как-то ему вообще покер, короче. Или находится, когда он с этой атакой идет. Далеко.
Надо же, третий раз за сегодня, вторая фаза. Он и попадать стал почаще. Может, не сразу нашел меня. Ах ты ёбаная мразь. Вот так хвостом, блядь. Ну. Команд 75. Боже, ты еще пьешь его. Да. Ну, я прошел финального босса и Гайля еще. За все это время. Ебучий кулак, блядь. Все, пляжек нет. Максимум могу уголь заюзать. Ну, не вижу в этом смысл, потому что... Я, конечно, поставлю его так чисто. У него полздоровья. Вот еще один ваншотик. Разок 30, может быть, мне бы и помогло. Ирил Гаусси. Песня. Чувствую, ты смогешь, что будет, когда серваки откроются. Ну, тупо достает со всех углов.
Я сейчас 2 раза махнул, хоть бы один, да и попал. Я заметил такую планету, что только он начинает огнем поливать, персонаж просто отказывается бежать. Ну вот именно как я сейчас с ускорением. Он просто бежит как обычный удар. Ну, блин, удар. Обычным бегом, короче. Точно, прыгает ебаное пламя. Вот прям точнёхонько. Чё за хуйня? Ну вот, мне от этой штуки тоже не уйти. Блядь, ну как он, чем он сейчас задел, я даже не заметил. Ну, понятное дело, то, что лапы. Она просто хуй знает, где у нее она должна находиться, чтобы меня задеть было. Ну давай быстрее, блядь. Нихуя себе. Ну, короче, стандартно что-то я последний раз тоже так дошел, у меня 4 фляги было. Ну, видишь, сейчас он просто еще больше беситься будет и все. Он тупо не дает к себе в этом случае подойти практически.
Хотя, по сути, атаки-то не меняются. Блять, все, ушел. Теперь опять полчаса тратить, пока, блядь, до второй фазы дойдешь. Пиздец. Пойдем, короче, перекур.
добивать. Пробовал сейчас держаться на поближе чуть-чуть дистанции. Понял. Ее надо всегда менять. Он тебя просто лавами задамажит и все. Ну, либо прыгать начинает на тебя. Я хуй знает, что с ним делать. Давай попробуем Клеймор качнуть. Может, хоть чем-то поможет. Что-то из них.
Ну, вообще, по идее, не должно. Так. What is good, this one needs. Где он? Pretty be careful. I don't want to see my work squandered. Нет, собака. Т1В41К. Привет, Мидира слился уже или еще живет? Всех прошел, кроме Медира. Кстати, привет. Какой-то 8-й час, если не попадаюсь. Или 9. Не знаю, я уже, блядь, на счет сбился. Посмотрим, сколько он снесет. Да, как блинки тоже самое.
Фукуя тут. Понятно, он сам собой играет. Башечку мне одну оставил целую. Молодец. Ебучие ваншоты. В принципе, все равно я там был особо не желез. И там у меня 3 фляги всего оставалось. Половину опять вставляю и все. Чуть-чуть получается клеймор чуть-чуть длиннее этой сабли. Сносит похуже. Кстати, а что она по весу? Если только с этим щитом. Херняйтесь. Щит с ним не поможет.
Не одно планшоты, так другое. Ну давай посмотрим, сколько он со смолой будет уносить. Может, чуть-чуть побольше. То же самое, короче. На 20 какой-то прибавляет. Хуйня. Да, блядь, не одно владение, так другое. Ну нахер ты его пинать-то начал, блядь.
Давненько, кстати, он меня не жрал. Надо было, наверное, не поворачиваться. Все равно там пиздец. Привет, держи лайк. Леша вроде. Спасибо. Привет. Че не прыгал-то? Ладно, прыгни. Блин, ты все равно на эту хуйню попался. Ай. Игротека 2020. Заходи после стрима в гости. Посмотрим. Да ёпа мать.
Игротека 2020. Я уже несколько стримов даю расстраховку. Блять. Ебучий ваншот. Второй стрим я с ним ебусь. Точнее, уже часов 9. Ебучий медир, блять. Просто пиздил просто. Так, сука, и ошибки тоже самые одинаковые. Нихуя не меняется. Игротека 2020. Эво. Угу. Нацу. Галочка. НЙ Multitude. Чё, нацу? Это еще не ответ. Ну да, с драконом я неделю сидел. Ну, с этим. Ёбаным безымянным королем. Нацу. Он с безымянным королем больше дрался, так и не убил. Я завалил безымянного короля. Боссов не осталось, кроме медира. Блять. Да ёбаные ты пакли свои раскидал. Уже, сука, большой палец болит на пробел с памяти. Да ёб твою мать. Ну и все, блядь. Вот шаг. Нет, смотри, как повезло. Блять, подходишь к лапе, хвостом ёбнет. Подходишь к морде, лапами хуярит. Ну и пиздец. Не важно, какая у тебя пушка. Не важно, что ты одет. Не важно, что там у тебя за спиной болтается, за какие, по идее, кольца одеты. Если ты впитываешь урон, будешь на нем страдать. Степан Рудницкий. Какой счет? Я не знаю. 9 часов, 9 час. Шел.
Это в общей сложности. Стрим уже идет 5 часов 38 минут. Как бы дотянулся. Да ебаный ты свет, блядь, ты прыгаешь в вагоне этот ебучий. И все равно этот перекат не спасает. Нахуй он улетел просто. Мало того, что он тебя дамажит 6 конечностями своими. Мне уже еще, блядь, попасть надо. От ваншотов уворачиваться. Евгений Корецкий. Прыжок на бегу перекатом не является. Поэтому неуязвимость не дает. Я в курсе, что она не является перекатом. Дело в том, что я делаю этот перекат. Можешь отмотать на замедленной съемке посмотреть. Ну или когда там стрим выйдет. Я же вижу, как анимация проходит. Где это кольцо Сана? Ловко скрывать при перекатах. Это... Это попало. Порядки бреда. Ни один лихой как подыхать. Я скоро эту лестницу ебучую сотру просто. Что пидор сидит, постоянно бесит. Вообще что-нибудь разъебать можно, кроме этих сидений? Степан Рудницкий. Отдохни, вызду его. Чувствую, если я его просто решу от него отдохнуть, то я его включу, когда серваки врубят. Ну, либо вне стрима просто его пройду и все. Так как теория игра пройдет. Да, отдохни. Пусть он сам теперь туда поднимается. И это пускай за меня пьет.
Вот кто пиздил, тот пускай и лечит. Да, блядь. Ну, он просто спамит и спамит всякой хуйней. Все, что просто возможно. Он просто не останавливается. Это пиздец какой. Евгений Корецкий. Ну и пройди мне стрим. Сегодня и так 2+1. Хватит себя мучить. Ваншот. Я поковыряем его еще. Гляди. Может, еще посмотрим вторую фазу. Ну, прикольно. Он там более ебанутый становится. Вообще практически не тормозит. Так-то хуярит, как бешеный. Короче, Клеймор поебень. Вот я что понял. Ну, для кого-то, конечно, может быть. Мне не подходит. Он дамажит поменьше чуть-чуть. Ну это пуха, короче. Немножко, но Евгений короче. Корецкий. Лучше всего были траи с мечом изгнанника. Да. Ну, в целом, я вот за сегодняшний день максимум чуть-чуть побольше второй фазы ему снял. Все. Доходил я до нее раза, по-моему, 4-5 от силы. То есть каждый час, грубо говоря, я дохожу до второй фазы. Я думал, он меня сожрал. Постоянно попадаю в эту хуйню. Да, помню. Кстати, на огне, если тебя словили, есть варик от ваншота уйти. Если ты очень быстро поднимешься и начнешь прыгать в сторону морды. Ну, процентов все равно, где-то процентов 60 это ваншот. Даже 70.
постоянно хуярить на эту атаку. Ну, блядь, я ему по ноге, и он мне хвостом. Стандарт вообще. То 2, то 4, блядь. Хуй поймешь, сколько раз он бьет. Да ёбаное это чучело, блядь. Да хуй до него достанешься. А, да, тут я думаю, что-то меня не видно. У меня ж кольцо напялено тут дурацкое. Ну, вот после атаки такой лучший рандом, по-моему, это когда он захуяривает под себя огонь. Полетит бесноваться. Да ёбаный. Снова ваншот. Отлично. Хуй знает, я там, бля, просто не переставая спамил эту кнопку ебучую переката, все равно, короче, он достает. Это, не знаю, может, везение какое-то должно быть. Может быть, в какую-то сторону определенную надо скакать. Да.
попался во время первого луча. Перед вторым ты снова попался. Во второй фазе он начинает спамить этими лучами в разные стороны. То есть тут если луч один, вправо-влево, он нахуй добивает, то там он начинает вправо-влево, там под разными этими, по разной дуге, там то дуга идет ближе, то дуга идет дальше как-то. Не понял. Ну, один хуй, короче, он, по-моему, начинает рандомно как-то мочить этим лучом. Не знаю, как, в какую сторону, куда-то что скакать. Но когда он... я увидел то, что он заряжает именно эту атаку, я понял то, что он будет хуярить сейчас как сумасшедший в разные стороны. Поэтому я нажимал вправо, ой, влево и спамил кнопку А, то есть перекат. Я все равно попался кольцом. Евгений Корецкий. Во второй фазе 2 луча, оба самонаводные, никакого рандома. Ну, не знаю. Я вот точно помню свои действия, то что вправо и чуть вперед, по-моему, я подавал, и, короче, этот ебашил без перерыва просто кнопку прыжка, ну, переката, короче, вот так это было. И я попал на луч. Как это еботина работает, я пока не знаю. Смысл вот этого кольца, если ты все равно урон получаешь. Да, тебя типа не видно, но и что толку? Это ты себя не видишь. Да ты себя не видишь. А он-то ебашит по всей площади. Короче, кольцо это бесполезно. Чтобы и выбирать-то ничего. Да и при чем тут кольцо вообще?
Есть, конечно, идейка, может быть, в мага еще раз попробовать переодеться. А у него урон, в принципе, от магии ровенький проходит. Единственное, это только делать так же, как и эти чуваки там с ртутью. Не знаю, больше идей никаких. Этому касту тоже еще поучиться надо. Сейчас бы успел прыгнуть вообще. Где другие волны были от лазера? Я уже, наверное, что-то не вижу. Сейчас просто пробежал. Повезло. Прям в лапу прыгнул. Нацу. Бей по 2 или 1 раз.
Да, да. Нац. По голове. Я понимаю, что по голове. Нац. Можешь еще и по ногам и рукам бить, только после увернуться на тебя. И по хвосту тоже. Юнгсбокс. Всем привет. Привет, Джон Бокс. Что, прыгать будет? Нет. Юнгсбокс. Евгений Корецкий, привет. Антонов. Порви ему очко пальцем. Я бы с удовольствием. За 9 часов что-то не залезает палец. Там, как говорится, только корочку содрать. Одна шкодить хоть. Я проебал от отверстия. Нац. Ходи под ним. А ну, под ним ходить, это вообще труба. Он тебя огнем захерачит просто, да и все. А убежать ты перекатами еле-еле успеваешь, и то не все, далеко не всегда. Ну, явно надо широкую на широкую прям ставить, и то не всегда получается. Вот, пожалуйста. Вот, когда ты ходишь под ним, что он будет делать? Он крутится вокруг себя, а потом дышать начинает. Почти ваншот, ну полздоровья съебашит. Лечишься, он добивает хвостом. Вот и все.
Ну, тебе ходить под ним. Самая эффективная фишка это, по-моему, держать его прям на расстоянии, чтобы ты его видел. Но тогда пизды тебе 2 раза шустрее прилетает. Ну, он же тоже на месте не Я стоит. просто под ним ходил и так и убил его. И он не дает под собой ходить. Нацу. Я понимал, когда он дышит огнем и спокойно убегал. Давай внимательно сейчас послушаем. Попробуй еще раз походить под ним. Ну, чё, где это врась? Нет. Да, он прыгнет. Огнем он дышит, когда на одной ноге стоит. Ну, я не знаю, блядь, ты от него не успеваешь съебаться. Вот у него чисто 2 удара идет. Огонь под себя и хвостом добивай. Да хуй, ну можешь попробовать, конечно, через бочину съебывать. Но, в принципе, он бьет по площади. В какую бы сторону, да, ты не побежал? Не всегда видно передние лапы его. Он крутится вокруг себя постоянно. Когда ты под ним, он начинает лебезить. Тыдым-сюдым. Скачет, перепрыгивает. Ты его догоняешь, и, как правило, ты видишь его задние лапы. Давай еще раз попробуем. Евгений Корецкий. Джон, привет. Если ты еще тут, я выходил из чата. Антонов, возьми его на чувак. Было бы прикольно, кстати. Я в какой-нибудь гермошлем бы драконоборца одел.
не дает прям под себя слишком залез. Ты только под ним находишься, он с слегонца отпрыгивает ровно на тот момент, чтобы тебя ёбнул хвостом. Прям буквально вот он 1,5 где-то шага делает. Ни прыжка, ничего, чисто вот Антонов, шаг у него 1,5. даже яиц нету. Да, он вообще, короче, какой-то этот, как у Кена, ёпта. Кукольный пидорас. Евгений Корецкий. Вот под его брюхом я и живу. Ну да, давай еще попробуем. Так, конечно, дольше его ковырять, но, блин, как говорится, не до жира быть бы живу. А еще попробуем. Не один лиху. Евгений Корецкий. Как только сядет на хвост, едет к концу хвоста. Там огонь не достает. Надор под живот заходите, когда он бьет руками, выворачивайся, а потом по голове и башь 1 или 2 раза, а потом беги так, как огнем будет дышать. Ну, блядь, взял, съебался. Я даже не знаю, где он. Антонов, как у них такое? Не дает у нас собак под брюхо себе залезть, я смотрю. Я даже не понимаю, как, блядь, нормально там удержаться. Хотя бы какое-то время. Только пизды и получаешь-то. Да, блядь. Тактика-то ясна. Только как? Как там удержаться под брюхом-то у него? Видишь, он скачет весь, блядь, как на... с одной стороны в другую. Так, кто уворачивайся. Понятно. Надо начать с того, что надо научиться уворачиваться от атак. Насу. Зачем просто так под живот бежать? Евгений Корецкий. Последняя треть хвоста, где изгиб кверху, там конец зоны огня. Понял, принял. Если бы там вот тусоваться можно было. Насу.
Иногда он будет бить головой 2 раза в корпус, жарить огнем, и в этот момент можно бить по голове его. Так он, видишь, прыгает, блядь, в разные стороны. И только под него он, блядь, хуяк улетел. Ну, вот сейчас будет возможность туда залезть. Ну, блядь, после ваншота, ёпта. Я понимаю, то, что он после какой-то определенной, ну, после определенных атак он кладет башку, и можно типа подойти ему и треснуть, но надо забраться туда сначала. Да только под него, он хуяк улетает. Только под него он разным 1,5 шага делает и башит хвостом. Огнем пыхнул. Йонгсбокс. Евгений Корецкий, я тут. Сижу и смотрю на смерти. Евгений Корецкий. После прохода к хвосту 2 удара по хвосту. Нацу. Держись ближе к голове, так как если ты будешь прям под ним, он улетит. Так ближе к голове, это получается между передними лапами. Или под грудаком. Ближе к голове, это понятие растяжи. Между передними лапами там ну, вообще пиздец происходит что. И успел допрыгнуть. Нихуя, вообще практически непонятно, что происходит. А он, блядь, не дает под себя залезть, хоть ты ёбни с ним. Он даже ударяет как-то, отходя назад. Я вообще не врубаю, как это происходит. Что-то, по-моему, под брюхом у него еще меньше шансов у меня протусить. Давай еще попробуем. Бэль, вот это атака. Евгений Корецкий. Мы пытаемся впарить стримеру 2 разные тактики. Одна спидранская, другая колхозная. Колхозная, я так понимаю, под брюхом, да, тусить? Хуй знает. Может быть, его пробовать магом еще захуярить. Просто, ну, я не знаю. За столько часов он уже идей особо никаких. Так он домашний. Ну, хорошо. Евгений Корецкий. Оксана. Ловкость периских 30 Империю отравить миазмы. Я видел то, что ртуть ее ударяет.
чуть-чуть не добежал, вообще чуть-чуть. Я имею в виду, до нужной точки хвоста. Он опять помчал хуярить. По хвосту хер попадешь. Евгений Корецкий. Я думаю, что Секира тебе играть не стоит. Я тоже так думаю. Я думаю, еще в Bloodborne. Ну, хотел же Bloodborne. Хуйком Секира, я понимаю, что не пойдет. Bloodborne какие-то, может, шансы есть. Нацу. Еще раз говорю, когда он делает атаку головой 2 раза, а потом жарит огнем, ебашь по голове. Когда он делает, как правило, атаку головой дважды, он когда кусает раз, он кусает второй раз. Как правило, он огнем один раз жарит, а потом еще ебашит его по площади. Ты к нему не подойдешь. Я покажу, как это работает. И тут уже тогда другой Корецкий. вопрос. Да ты не говоришь, а приказываешь. Тут еще, опять же, вопрос встает, назревает, так сказать. Тогда как его ебашить по голове, если ты находишься у него под пузом? Так не пойдет. Нацу. Ха-ха-ха. За 6,5 часов показала практика то, что по башке его хуярить у меня не получается пока. Ну, наверное, выйти из таких. Ну вот. Пока он жарит по площади огнем, можно 3 или 4 раза ударить. Но у меня он успевает не больше 2. Вот видишь, первый раз атака, второй раз атака. Вот так обычно он и хуярит. Да, блядь, ты куда-нибудь дотянись хотя бы. О, ебаная медира, блядь. Нацу. Я не про эту атаку. Я понял. Сейчас покажу, когда он грызть начнет. Вот. Раз. А, нет. Это не та атака. По-моему, не та. Но немного похоже. Как-то так.
Че, последний раз попробую и потом на переход. Вот этого Гордона уже в глазах будет рябить. Ну и потом еще часик можно потренить его. Кусает И два раза пошел он в головой в пизду. разные стороны, иди на него, а не от него. Зачем на него идти? Может тебя по-любому тогда грызанет, наоборот надо от него съебывать. Так он такую атаку-то на самом деле не так-то уж часто делает. Они же у него по-разному все проходят. По-моему, он, блядь, чаще лапами своими машет, чем вообще что-либо делает. Ну и лазер хуярит. Я на хуй успею, да? Да ладно, у меня еще одно хп осталось. Ёбнулся. Я уже начинаю на эту хуйню Чтобы попадаться. под его шеей спрятаться от дома, когда будет огнем по площади херачить можешь и выходить и дать по голове 3 или 4 раза. Не дает он больше двух ударить. Что ты думаешь, я не пробовал? Наоборот, чем больше я ему пытаюсь надавать по щам, тем быстрее он меня поймает. У меня уж там, блядь, и контур-атаки всякие идут. Заебал прыгать. Пиздец. Серьезно, я уже на эту хуйню попадаюсь. Так, пизду, у меня Коля 4 фляжки осталось. Пусть добивает. Перекур, сейчас подойду. Вот она, собака.
Да, еще часик, короче, пострадаю. Даже поменьше. Потом, короче, его, не знаю, перваки, если вообще заработают. Кто-нибудь призову, да, схуярим его. Макс, можешь просто бросить его на эту клавиатуру и всё. Так а на каком расстоянии его бавить на этого так? Он 2 раза кусает. Огонь. Там еще раз, по идее, должен быть огонь. Ну так тоже неплохо. Он нихуя не байтится. Блядь, скакать начинает, огнем ебашит, бежать на тебя. Да блядь, ты заебал. Причем он как-то все время лазер ебучий. Делает на разном расстоянии. В прошлый раз я далеко от него находился, он это сделал. Сейчас ближе был. Сейчас опять далеко. Прыгнет. Хотя должен типа был забайтиться. Это сработало.
только если по одному разу бить. Второй раз он тупо меня достает. Да, блядь. Самурай класс. Здорово, самурай. Наконец. Так, не больше одного раза по-любому. Да, сейчас тупо пляшки кончатся и все. Удали языки. Так он просто кончится у меня и все потом. 28 штук. Если что. Понял, что уголь просто так потом не купить. Вот тут с лазерами осторожно. Да, я уже получал ваншот и в этой во второй фазе. Прыгал как умалишенный, а толку никакого. Все равно он захуярил мне ваншот. Сейчас попробую еще раз его провоцировать именно на эту атаку с лазером, но пиздец какая она, конечно, опасна. Там буквально широкую на широкую, только неправильно поставил. Многие как на видосе не сделал и все. Уже почти минус все здоровье.
благословления, который фул хп восстал. Да, он у меня стоит. На всякий случай, если флажки закончатся. Если фляги заканчиваются, у меня есть уголь, и у меня есть вот это зелье. Благословить, блять, не попал. Ну, так он прекрасно достает. Ну, этого чувака по-любому надо было делать финальным боссом. Я сегодня этого босса последний. Пепел. Душа пепел. Ну, не знаю. Гаэль прикольный был. Уже рука, блядь, хуевая от клава. Второй раз получилось. И пизды заодно. От этой атаки неплохо получается уворачиваться, но если раз не получилось, тебе пиздец. Она типа ваншотная. С остальными у меня вообще что-то атаками нихуя не получается.
попади ты, блядь. Промахнулся мне наебальненько. Стрелякнуть. Ля силач. Если бы. Стрелякнуть. Какая медведь? Я бы кто пожалел. Мне этот пидор уже 9-10 час уже мозги получит. Я опять по ебальнику промахнулся. Да, хоть сейчас ебанул. Все равно задел. Ебаная Шура, блядь. Сейчас что-то он вообще как-то времени не оставляет на атаку после лазера. Раньше было побольше, по-моему. Может, я уже настолько заебался, потому что я уже не совсем понимаю, что происходит. Не знаю, успею, нет. Ну, вряд ли. Все равно задевает. Все равно задевает, блядь. Как бы он байдится на эту атаку, но ее же мать. Просто ты слишком далеко. Он байдится на эту атаку, но, блядь. Это наверное как робот действует просто. Ну то есть как он, так же. Да, сейчас стамина, наверное, не хватит добежать до него. Короче, если тебя если сваншотили, то ты хотя бы лапой на пизду получишь. Вот вся любовь. Заебись. Нацу. Нанак. Угу. Нацу. Левый, правый огонь. Причем в основном-то он как раз и делает одно и то же. Суетишься, крутишься вокруг него и тем самым делаешь только хуже. Держишь его на расстоянии, он тебе, блядь, достает просто везде. Залезаешь ему под пузо, блядь. Оно либо улетает, либо ебашит тебя там огнем каким-нибудь, ждет там. Причем иногда вообще невероятные вещи случаются. Прыгай.
Тупо повезло. Вот после этого тоже рандом хороший сейчас был. Блин, поторопился. Ну да, уже без лазера это дело. А чё мне хвостом не прилетело? Ебучку промахнулся, на лапой тогда. Ощущение, по-моему, ему похуй, на каком я расстоянии нахожусь. Он всегда заебенит эту атаку. Ну, по крайней мере, я не понимаю, на каком расстоянии он точно ее будет делать, а на каком точно не будет делать. Ой, блядь. Ну, еще полчасика поковыряем эту врать, да и хорош. Я как не научился у петуха это атаки парировать, ну, уклоняться. Так и, видимо, с мидиром такая же херня будет. Тут хоть забегайся. Это нужно, чтобы, блин, не знаю, мозг, наверное, забыл полностью вообще все его атаки и типа заново чему-то научиться. Потому что я вот просто делаю одно и то же. Ну и также подыхаю, в принципе, на одних и тех же местах. Одни и те же ошибки. Алекс Бакалюк, сколько у тебя терпения? Я с тобой уже приехал, а ты все долбишь меня. Но в общей сложности сколько получается? Стрим идет 7 часов до стрима. Ну, короче, 10 часов данные. Ну, в общей сложности. Я его хуярю. Это пиздец. За все это время я максимум чуть больше половины второй фазы ему снес. Ну и все. Ну то есть сегодня двух последних боссов еще прошел, помимо него. Как бы все. Боссов больше не осталось. Давай куда-нибудь сюда съебемся, неважно. Красота.
Ну тут я Алекс уже ёбнуть его не успеваю. Судья Гунгирка-то. Ну, когда его воскрешает. Хоть он себе дохлый валяется. Самый прикольный босс это вот Понтифик, Гаэль. Кто еще? Алекс Поколюк. Нет этих копий от церкви. А, в церкви, там где здоровый мужик такой сидит и фантомы всякие призываются. Эти уже тоже дохнут. По боссам, по фантомам завалены как бы все, кроме одного Мендира. А с ним вот нихуя. Отцос Петрович. Не, я не успею. Надо же, не догнал. Нет, нахер. Помешал набухаться. Я прыгнул не вовремя. Ёпа, мать. Он догоняет хорошо. Просто, блядь, даже не дает отойти просто. Хуёво трек. Так как особо вторая фаза не отучена, не изучена, я думаю, фляжек 9-10 на нее надо отставлять, не меньше. Ну, хоть игра не виснет в последнее время. Спасибо, Хидетака, блядь.
Даже по ноге не попасть, а крутиться начинает. А чё не второй раз? Ага. Понятно, что он задумал. Что там, долбанул разок, куда-то ушел вообще. О. Надо было игру назвать «Тебе Мидир выебет всю башку». Шотики подъехали, тут я думал, смотри, давненько не было. Ай, блин. Я не знаю, как чуваки это делают на видосе. Как это вообще получается у людей. У меня это не получается. Я думал, прыгать будет. Ну и дурак. Наверное, если ты прыгаешь, то он тоже скачет. Какая-то же закономерность должна быть. Все равно достал.
Рубашку полезно, чтобы один раз ударить. Да, в принципе, он больше двух не дает ударить. В любом случае. В редком исключении. Ну, это вот чем чревато. А ты делаешь больше двух ударов. Когда один так сделал, не всегда успеваешь удрать от него. Весь летишь на него с мотыгой, думаешь, переебешь, а он берет голову, выбирает просто все. Куда-нибудь да ёбнутый. Ну да, он быстрее тебя так достанет. Как интересно, он под пузом своими руками достает. Надо же. По-моему, мы сейчас еще посмотрим вторую фазу. 5-й раз за сегодня. Или какой-то 6-й. Ну ты что, будешь там эту свою херню делать с лазером? Нет. Да, не знаю. Ты просто подбегаешь на любую другую атаку, пытаешься ему по башке двинуть, все равно он тебя треснет лапой быстрее, даже если ты сделал один удар. Причем, типа, говорят на нем, не жадничайте, там вся херня, бейте не больше одного-двух ударов. О, заебись. Вот тебе и вторая фаза начинается. Вторая фаза начинается с ваншота. Уже второй раз подряд. Где-то так. Хотя раньше он просто брал и поднимал души. Сейчас тупо ваншот и все. Я не знаю, в какую сторону просто этого лазера прятаться. Я понимаю, что он не часто будет эту атаку делать. Но он делает ее четенько. Четенько. Подох.
примерно 50 на 50 ты уйдешь от этой атаки. Ну, в смысле, когда ты подойдешь к нему и треснешь по башке. По крайней мере, у меня так получается. Я его ударяю. 50 на 50. Когда ухожу, когда нет. То по одному удару. Так ему там несколько ударов навалить. Я вообще не буду. Вот, сейчас не ушел. Я не врубаю. Как от этого уйти? Он тебя огнем сначала все закрыл, вообще весь обзор. А потом захуярил когтями еще. Ваншот. А иногда оставляет немного. Вот как, количество здоровья не меняется? Лазер, в принципе, тот же. Один раз он тебя оставил немного здоровья, ну просто, чтобы ты хотя бы пожил не чуть-чуть. А иногда он просто тебе ничего не оставляет. Каким-то странным образом он не попал. Ну, вот тут попал. Потому что вместо переката прыжок делается. Тоже мало. Ну, тоже по-разному. Иногда оставляет немного хп. Ну, сейчас он, видимо, особенно дикий. Он не оставляет уже ничего. То есть лапы сносят по половине у тебя здоровья. А другие атаки просто ваншотят и все. Как-то так. А, да, последний раз попробуй. Дальше я уже заебался. Все равно ничего не получается. Не вижу смысла просто одним и тем же заниматься больше. Но в теории игра пройдена. Кроме одного. DLC-шного босса, которого заныкали за стеной.
принципу игру не буду удалять, дождусь, пока откроют сервера. Не знаю, человека 3, наверное, произвело. Ну, сколько тут можно? Максимально. Чтобы у этого пидора вообще шансов не было. Он обычно достает меня после такой атаки. Кто сейчас дамаг прилетел? Причем дважды. Один раз, я так понимаю, он хвостом долбанул, один раз зубами. Он ёбнутый. Что мало у него когти снимает. О, уже получше. Больше одного раза. Пока пил, он меня пустил. А ну да, мне уходить было некуда. Ладно, хорош. Мне вижу, смысла с ним еще как-то возиться. Нервы дороже. Я потратил, короче, на это куру 10 часов примерно. Примерно 10 часов 31 минуту. 44 секунды. А больше тратить не хочу. Потому что это бред какой-то. В соло я его не тащу. То ли скилла не хватает, то ли я что-то не понимаю. А может и то, и другое. Не знаю. Но как-то больше его ковырять в соло неохота больше. Серваки откроются, не знаю, может быть, запущу стрим еще по этой чуши. Нет, так пройду вне стрима. Но удалять пока игру не буду. Пусть останется. Ну, типа, добить этого Медира все-таки, думаю, стоит. Просто чтобы он подох. Просто чтобы отомстить за кучу часов смертей просто. Один за другим. Это вот как день сурка, блядь. Так можно колпаком отъехать просто. Не знаю, как-то так. Не выходит, короче. Печалька, что делать? Ну и хрен с ним. Чего страшного. Elden Ring на носу.
В него поиграем. Вторая часть тоже есть. Куплена типа в Стиме. Может быть. Ладно, я подумаю. Посмотрим, короче, как получится. Может быть, Медира с серваками открытыми запущу там стрим, я не знаю. Я думаю, то, что он минут 10, наверное, займет. То можно так чисто побегать на НГ+, попробовать что-нибудь поковырять. Ну, посмотрим, короче, как будет. Я точно не знаю, но в соло вот так вот я ковырять его больше точно не буду. Потому что это вся херня. Вот как ковырять те, у кого это дело получается. У меня не получается. Я пробовал много времени. Когда так. Ладно, ребят, спасибо за просмотр, за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Вот. Лайки, коммент. Все знаете.